Здравствуйте! Сегодня предлагаю вашему вниманию вот такой узор на подушку. Вязала тунисским крючком 3 миллиметра. Вязала из пряжи производства Пехорка, детская новинка. Значит, под видео в описании я все распишу: пряжу, номер крючка, размер. Размер этой подушки 33 на 33 сантиметра. И без наполнителя вес 141 грамм. Что хотела сказать. Узор, смотрите, он вяжется по принципу четвертей. Вот так. Центр по центру. И вот центр. Это 18 ряд. 18. И сюда будет 18 ряд. Вот первый ряд. Внизу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Это 18. Каждый ряд я провязывала 2 раза. Я в дальнейшем объясню почему. То есть провязывала один ряд, следующий я повторяла. Опять один ряд, следующий повторяла. То есть вот один ряд. Вязала я ее сначала одну сторону, заканчивала и продолжала вязать вторую сторону и параллельно с первой стороной соединяла. Вот. После того, как я ее закончила, вот здесь я сшила. Покажу, как сшивала. Значит, поскольку вяжется она четвертями, я вязала снизу, вязала до центра, вот центр, и от центра вязала этот же самый узор, но только в зеркальном отображении, в левую сторону. Когда прошла здесь центр, то вверх вязала тоже в зеркальном отображении и в левую сторону. Для начала я связала образец. Вот первый образец я вязала один столбик одним цветом, один столбик другим цветом. И высоту 1 и 1. Это один ряд, это второй ряд. Квадрат не получился. Так. Второй образец вязала 2 столбика в ширину и 2 столбика в высоту. Вроде квадрат получился, но вот здесь ширина одна, а здесь ширина другая. Тоже не получилось. И только с третьей попытки получился квадрат. 3 столбика в ширину и 2 ряда в высоту. То есть я должна каждую клетку провязать 3 столбика в ширину, 2 в высоту рядом. И это будет только один ряд. Сейчас я вам буду показывать, и вы поймете. Набирать петли я буду на бросовую нить, то есть на ту, которую мы потом распустим, и можем в итоге еще на что-то использовать. Значит, делаем петлю первую.
нить за спицей рабочей и провязываем. Теперь рабочую нить заводим за спицу и опять провязываем. Опять за спицу и провязываем. За спицу и провязываем. И у нас будут открытые петли, причем это протяжки. И таким способом я набираю, чтобы вот здесь было, по крайней мере, у меня 105 петель. После того, как наберете 105 петель на спицу, нитку отрезаете и вытягиваете. Затем берете тунисский крючок и уже в эти петли набираем в том порядке, теми цветами, которые я вам буду сейчас показывать. Я уже дальше показывать не буду. У меня уже половина подушки связана. Я буду вязать вторую часть. Вот я вязала на дополнительную нить. Потом эта нитка дополнительная убирается, и остаются открытые тунисские столбики, которые не распускаются. Так что не переживайте. Значит, первую часть я уже связала. И буду продолжать вторую часть. И буду вам показывать. Значит, я буду сразу уже теперь соединять. А вы вяжите узор с этого ряда, кто надумает со мной. И у вас получится подушка. Теперь я вам покажу условные обозначения. Т – это будет темный цвет. Темный цвет. Б – белый цвет. С – центральная. Вот по центру всегда 3 столбика у меня идут вверх. Вот они будут центральные. Только 3 столбика. 1, 2, 3. И вот они идут по центру 3 столбика этим. Отражение. То есть после центра вы вяжете в том же порядке, что вязали до центра. То есть вы вяжете в обратном направлении. Вот, если здесь центр белый, перед ним был темный, значит сюда темный. Потом был белый. Ну, что такое отражение? Надеюсь, вы знаете. Вот, центр. И от него пошло отражение. И буду ставить количество столбиков. Сколько там будет, там 3, допустим, 6 и так далее. Значит, вяжем первый ряд. Три столбика.
белым цветом. Три столбика темным цветом. Опять 3 столбика белым. Причем тот цвет, которым я вяжу, нитку укладываю на указательный палец, а второстепенную на средний и подтягиваю. То есть мы вяжем половину вот этого квадратика. Еще один квадрат. Дальше 2 квадрата темных. Вот один и вот второй. Один квадрат. Второй квадрат. Затем белым цветом квадрат. 1, 2, 3. Далее 9 квадратов темным цветом. 3 × 9 – 27. Вот 27 я должна провязать темным цветом. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Так, провязала я 27 столбиков. Это считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 квадратов. Теперь мы один квадрат провяжем. 1, 2, 3. И вот эти 3 петли, 3 столбика будущих, это будет центр. От него в левую сторону вяжем точно так же. То есть сначала 27 петель, потом 3, потом 6, 3, 3 и так далее. Итак, после центра я провязала такое же количество, то есть 27 петель или 9 квадратов будущих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее укладываем белую на указательный, второстепенную на средний. Вяжем 3 петли белым цветом.
Вот, как с этой стороны. Один. Два. Три. Затем у нас 2 квадрата или 6 петель темного цвета. Так, темный цвет укладываем на указательный и вяжем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрим опять на эту сторону. Затем идут 3 белых, 3 темных, и по одному, они так по одному квадрату будут. Три белых. Раз, два, три. 3 темных. 1, 2, 3. Опять 3 белых. 1, 2, 3. 3 темных. 1, 2, 3. И 3 белых. Так, темная нам не нужна. 1, 2, 3. Значит, вам понятно, да, что этот ряд первый вот он у меня здесь. Мы набрали с вами первый ряд, вы набирали на дополнительную нить. Точно такую же. Я вяжу вторую сторону подушки, и вяжется она точно так же, как и первая. Теперь будем закрывать, то есть провязывать изнаночный ряд. Одну провязали, и дальше закрываем следующее. Всегда ориентируйтесь на петлю, которая идет после первой. Если цвет другой, значит вы должны закрывать другим цветом. Следующая петля белая, значит закрываем белым цветом. Затем темная петля и темным закрываем. Что еще хочу сказать? Нитку, которая у вас на данный момент второстепенная, вот сейчас я буду белым закрывать,
Значит, вот эта сиреневая, она второстепенная. Вы ее сильно не затягиваете. Почему? Потому что когда вы постираете, будете растягивать. Если вы сильно затянете, у вас полотно перекосит. Поэтому ни в лицевом, ни в изнаночном ряду вот эту нитку на среднем пальце сильно не затягивайте. И закрываем до конца ряда. Так, довязала я половину первого ряда. И мне нужно вот так загнуть, чтобы у нас было соединение с первой частью. Что для этого делаем? Нитку вперед. Мы же будем вторую часть ряда вязать. И заходим уже в верхний ряд на первой половине. Вот сюда. И соединяем. Ну, это только первый ряд сложноватый будет. Один есть. Теперь второй, третий. И далее мы вяжем, мы же только половину ряда провязали, вяжем точно так же, теми же цветами, в том же порядке. Что и вязали. Итак, вяжем до конца ряда. В конце ряда я вам тоже покажу, как сделать загиб, соединить. Заканчиваю я вторую часть первого ряда. Вот, провязала точно так же, теми же цветами, в той же последовательности, в таком же количестве. И заканчиваю. Так, вот последний мы провязываем. И соединяем, это второй ряд, и здесь второй ряд. Соединяем вот с этой петлей. И через эту петлю протягиваем. Вот у нас получится сгиб. Вот он уголок. И дальше закрываем.
Так, закрываем до конца ряда, и в конце ряда я буду опять показывать. Довязываю я первый ряд до конца, то есть вторую часть первого ряда. Закрываем белыми, а темную тянем в край. Провязываем темной и с этой стороны соединяем с темной. Вот, смотрите, как хорошо видно здесь. Вот петля, вот она основная. И вот здесь протяжка есть. Протягиваем. Вот у нас здесь загиб тоже получился. Один есть. Второй. Третий. Видите, сгиб пошел. Сейчас вам покажу, на что ориентироваться. Так, провязали мы первую часть одного квадрата и второй квадрат вяжем. То есть здесь будут у нас два темных квадрата. Далее вяжем белый, над темным вяжем темный, еще раз белый, вот здесь два темных, один провяжем, а увеличиваем белый. Так, один квадрат будет. И второй. Один темный провяжем, потом вы поймете логику. И дальше вяжем белым цветом не беря три последние темные. Вот, эти три темные остаются точно так же, как и с правой стороны. Ну, сейчас я довяжу. Так, как я говорила, от центра, от этих трех столбиков мы вяжем в зеркальном отображении. То есть в левую сторону я провязала столько же, сколько и с правой стороны.
То есть 3 столбика я не довязала. Вот они. Вот мы их должны провязать темным цветом. Дальше. 2 белых квадрата у нас идут. Вот один, второй. Вяжем 2 белых. Один. И второй. Так, как раз 6 петель. Дальше у нас идут темное, светлое и 2 темных. Вяжем. Темный квадрат, который состоит из 3 тунисских столбиков. Белый. 1, 2, 3. Опять темный. Светлый. И в конце 2 темных. Вот 2 темных. Вяжем темными. Один. И вот здесь внимательно. Вот он, 3 столбик. Провязываем и соединяем с темным. Ну, тут соединяйте, как вам удобно. Значит, не пропустите. Не во второй, а вот в этот первый. Ну, давайте попробуем. Вот так через центр. И сюда. Так, не попало. Вот в самую вершину петли. И на обратной стороне протяжка. Если в протяжку не попадать, то петля, столбик может вытянуться. Ну, а вообще я говорю, пытайтесь и протягиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну вот уже углы более-менее заметно. Уже лучше видно. Так, теперь заканчиваем до конца ряда. Я вам покажу здесь тоже еще раз соединение. Довязываю я первую часть второго ряда. Вот видно, что половину ряда мы связали.
Белых здесь ниток нет, значит, мы их вообще можем отставить. Довязываем темными. Вот мы последний провязали. Это первый столбик второй половины ряда. Вот мы должны вот сюда соединить. Берем эту петлю и, как я говорила, вот здесь протяжка. Сейчас попробую показать. Вот она, от изнаночного ряда. Следующая петля. И соединяем. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вот мы с вами вяжем вторую часть второго ряда. Вот одна часть, это вторая. То есть мы вяжем четко по тем цветам и по тому количеству, какое у вас было в предыдущем. То есть вяжем белые. Так, неправильно. Надо на указательный палец. Так. Темные. Белые. Опять темные, белый. И так вяжем, все повторяем, один в один. Здесь будут белые, здесь будут темные. И вяжем до конца ряда. Так, довязываю ряд до конца. Вот у меня 6 темных надо провязать. Белые, значит, мне не нужны здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И заходим в следующий темный на другой стороне. Вообще лучше, конечно, вязать на леске, чтобы вот здесь закругление делать. Так, заходим в петлю в самый верх. И вот протяжка здесь. Вот. Протягиваем через петлю и через столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И закрываем. В конце ряда я вам покажу, тут тоже опять цвет меняется. Покажу технологию. Так, довязываю я второй ряд до конца темным цветом, а белый тяну в край. Один,
2, 3, 4, 5. Белым цветом закрываем. И с белым соединяем. Соединили. Теперь провязываем белым цветом эти и эти. Так, вот один есть. Так, второй. Тут подтянуть надо. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Так, 6 провязали. И вот эти белые провязываем. Вот, видите, какая конструкция. Один белый, потом вокруг него темный, вокруг темного сейчас пойдет белый, вяжем темным. Светлым. Так, темным вяжем. Провязываем белым. Один квадрат. А темный увеличиваем. Теперь провязываем один белый квадрат. И вот смотрите. Вот у нас был первый ряд. Это второй ряд. Темный загибается. Теперь у нас белый будет загибаться. После белого идет темный цвет. Вот мы его темным провяжем. Ну, в принципе, и все пока в этом ряду. Дальше вы вяжете, не довязывая, 3 белых. Вяжете темным цветом. И дальше в зеркальном отображении туда же вяжем. Ну, я вам еще покажу. Так, связала я темным цветом. У нас здесь 45 петель. 45 петель это раз,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 будущих квадратов, 45 петель. Провязываем 3 белых, как здесь. Дальше у нас идут 2 квадрата темных. Вот один и второй. То есть 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть мы у белого 1 убавили. Дальше вяжем белый. Темный. Опять белый. Так, темный вяжем. Вот здесь мы темный закончили, значит белый. Теперь будем вязать до конца. Так, темная нитка нам не нужна. Один квадрат. Второй квадрат. Третий квадрат.